Привет, дорогие друзья, коллеги, партнеры, наши будущие партнеры, господа строители. С вами Владимир Лозенко, снова на канале «Фабрика каркасов», компания Донстройтехнологии. По вашим многочисленным просьбам, обращениям, звонкам, я решил записать сегодня видеоролик о профиле нашего производства, рассказать о его преимуществах, рассказать про историю работы, нашей работы, с термопрофилем, с погонажом, с профилем на саморезах, объяснить причину, почему мы остановились именно на этом конструктиве и пришли к тому, что сами начали производить его на своих собственных станках. Чуть-чуть поговорю про схему сотрудничества по производству этого конструктива, про особенность сборки. Ну, собственно, все вопросы тонкие, которыми вы сталкиваетесь при покупке нашего профиля, либо просто пишите в комментариях. Ну что, погнали! То есть, если вообще вдаваться в историю, да, в технологии ЛСТК, я бы, наверное, для себя, опять же, это может быть мое сугубо личное мнение. Я там не профессор научного института, мы практики, и все, что есть в нашем опыте, это не книги и теории, это именно практика, своими руками. Проходили этот путь. И я для себя выделил определенные там направления, определенные выводы. И я просто хочу с вами именно поделиться. Не в теории, не в книжках. Многие спрашивают, а что нужно почитать, что нужно посмотреть? Ребят, я не знаю, что нужно читать, я не знаю, что нужно смотреть. Даже свод правил проектирования по ЛСТК прочитаешь, в принципе, наверное, если ты не пробовал работать, не поймешь. Ну, как конструктор, как проектировщик поймешь, а как практик нет. Поэтому самое лучшее, что читать, это заклепочник, профиль и сборочные чертежи настройки. Это самый будет лучший опыт. А потом работа на производстве, работа на проектировании, в продажах, стройке, и тогда, наверное, что-то в голове уже сложится. Собственно, этот путь мы весь и проходили, и сейчас я хочу с ним поделиться. Я для себя могу определить два типа назначения профилей ЛСТК. Я бы так сказал, для промышленного строительства и для гражданского строительства. Первое, для промышленного, об этом, в принципе, можно снимать отдельную тему. Мы, как таково, таким профилем не занимаемся. То есть, если вы такое видели, то вот там есть компании, ну, не буду их называть, но широкий тип профиля, как правило, 300-400 ширина, ну, как правило, 300, там, 250-300, толстая сталь, 3 мм, 4 мм, болтовые отверстия, стяжки, растяжки, то есть, это ангарные форматы, 6 метров, там, пролеты по 15-18 метров, большие производственные складские комплексы. И такой профиль используют для строительства частных домов, небольших магазинов. Крайне неудобно, но если, конечно, только не использовать сэндвич-панели, хотя все равно там нужно делать определенный фундамент, стаканы, то есть это немножко другая технология. Да, ее тоже называют ЛСТК, но я бы это не смешивал. Это немножко, скажем, другой формат. Гражданский тип профилей — это на самом деле, на мой взгляд, это универсальная конструкция, потому что даже вот такой маленький профиль шириной всего 100 мм с высотой полки 47 мм позволяет строить здания до 6 метров промышленного назначения, там по 1,5, по 2, по 3 тысячи квадратных метров. Тем не менее, я считаю, это универсальный профиль, но о нем мы поговорим чуть попозже. Так вот, если говорить про гражданское строительство, да, про виды профилей, для себя я могу сейчас выделить два, опять же, типа в этом сегменте. Это профиль погонаж и профиль на роботизированных станках. Первая, самая древняя, дедовская, и мы, собственно, с нее сами начинали, это ЛСТК с помощью погонажа. Строительство легких стальных конструкций с помощью погонажа. Этот принцип не отличается ничем от технологии сборки профилей для гипсокартона, да? Только там более толстая толщина, более широкая позиция у полки профиля, 300, профиль 200, 250, 150, 100, 75. То есть была такая разная разносортица у станка, то есть нужно было постоянно держать различные запасы и нарезки для того, чтобы производить разный профиль с различной толщиной. То есть это постоянно огромные складские запасы, это постоянно поставки стали, то есть крайне неудобный как бизнес и крайне неудобный как сборка, потому что все эти профиля были просто палками, вот как этот кусочек сейчас, да, без отверстий, и то этот более совершенный. То есть S и P профиль нарезалась, отмерялась рулеткой, по 2, там, по 3, по 4, по 5 метров, резалась болгаркой. Тогда почему-то особенно никто акцент не делал на то, что цинковое покрытие болгаркой резать не рекомендуется, потому что он сжигает этот слой, и в итоге потом в этих местах образуется коррозия. Вообще, я не понимаю в принципе, когда вижу, что сейчас современные строители ЛСТК используют болгарку в своей работе. Что? Нет, я не спорю, мы ее тоже используем, но я всегда стараюсь и ругать, и заставлять потом сборщиков эти места, которые обработали болгаркой, хотя бы как минимум обрабатывать грунтовкой, чтобы там в этих местах не вызывать коррозию. Ну, понятно, есть человеческий фактор определенный, и за этим нужно следить, поэтому мы максимально стараемся инструктировать, выдавать там ножницы, чтобы работы были именно электрическими, либо хотя бы механическими ножницами. То есть это правильный порядок, цинк в этом случае немножко слизывает, да, и как он, такой эффект заплавления
в том узле, где у вас происходит срез. Болгарка так, к сожалению, не работает. Во-первых, оставляются зазоры, такие заусенцы, и в этом месте цинк сжигается. Поэтому, ребят, если вы увидите, что наши строители на ваших объектах работают с болгаркой, позвоните мне сразу, будем разбираться. Это нарушение технологии, и для нас это очень важно. Мы же все-таки даем гарантию на этот профиль. Козел! Ну дай поговорить. Чертился конструктив в ручном формате, ну как чертежи там, да, конструкции металлические, КМ, КМД, и по ним сборщики собирали. Соответственно, максимум затрат на человеческий фактор, возможность поставить что-то не в уровень, возможность поймать, не поймать диагональ, то есть это такая крайняя, но она и первая технология. Но что самое примечательное, до сих пор есть компании-динозавры. Не, ну мы тоже компания-динозавр, но мы вовремя перешагивали эти этапы эволюции. Но тем не менее есть компании, которые до сих пор находятся на этом этапе, без эволюции, работают на обычном погонаже. Связано это либо с тем, что кто-то испытывает финансовые трудности, да, сложности, и нету возможности финансовых обновить свой парк оборудования. Просто денег нет. И они вынуждены работать на этом типе профиля, как и мы когда-то. Они, как правило, дают более меньшую цену на сам этот профиль, но за счет того, что там толстая сталь, много отходов, получается в итоге цена раза в 1,5 дороже, чем делает там на современном конструктиве, о котором мы поговорим чуть попозже. Какие для меня минусы? Итоговая дорогая стоимость, большой ассортимент и тяжелая сборка, требуется более компетентные сборщики, и сборка таких конструкций стоит дороже, чем обычно традиционная. Сами панели довольно-таки тяжелее, сложнее. Нужен разный тип крепежа, разный ассортимент профиля и, опять же, умение четкости сборки. То есть, на самом деле, монтаж гораздо сложнее. Спонсор нашей сегодняшней площадки — Коза. Так получилось, что мы выбрали площадку для съемки, а рядом стоит Коза. Мы, чтобы не убирать, мы бы не снимать, но я думаю, она периодически будет подсказывать нам правильные термины в технологии. Второй тип профиля, который я для себя определяю, это погонаж, он же термопрофиль, но уже в проекте. То есть станок, получая задание, уже нарезает автоматически необходимые мерной длины куски профиля. В этих профилях уже можно было выполнять перфорацию, нарезается, ставится, то есть по факту уже меньше необходимости что-то срезать, вымерять, но тем не менее еще местами там что-то подпиливают, подкручивают, и у них отсутствует, как правило, пуклевка, да, под соединение саморез. Я даже сейчас скажу, это 2 линии, станки Кнутсон, на них даже мы, еще остался фотоархив, когда строили, наверное, один из последних наших объектов, это было Мансарда в Новочеркасске, это был один из последних объектов, где мы еще работали на профилях роботизированных, но еще вот по принципу погонажа, но уже в размер. Я понимаю, что с таким профилем, с более тонким, мы гораздо бы быстрее сделали объект, гораздо меньшими силами и гораздо выгоднее для заказчика и для себя в том числе. По термопрофилю это тот же самый тип, как правило, то есть если мы говорим про термопрофиль, он больше относится опять же к принципу погонаж. То есть в основном в России, наверное, 90% компаний, которые работают на термопрофилях, это еще старые компании, те самые погонажники, но которые поставили перфорацию на свои профиля. Ну, сейчас о перфорации мы чуть попозже говорим. И следующий тип уже более совершенный, это уже профиля в нарез, разнотолщинные широкой марки, но уже с отверстиями под крепление, да, вот как, допустим, здесь мы видим отверстие, но там они разные, есть под болт, зависит от назначения, да, но там, тем не менее, остается принцип разноформатности, разной ширины профилей, разной толщины профилей, несмотря на то, что уже с отверстиями, и опять же, все равно это влияет на металлоемкость. Такие здания, они более тяжелые, несмотря на то, что профиль стоит дешевле, да, ну там цена за килограмм, сейчас в среднем продают стоимость за килограмм, и там стоимость за килограмм в таких профилях, она дешевле, но в массе, если смотреть, допустим, современный конструктив дома 100 квадратов весит примерно там 3,5-4 тонны, ну, условно говоря, там к цифрам не цепляйтесь, да, аналогичный конструктив может выходить там 5-6 тонн при тех же самых несущих нагрузках, либо 2,5 тонны, но там под сэндвич панели приходится еще делать там ограждающие конструкции, то есть это, опять же, невыгодно, это дороже всегда выглядит. В принципе, логично. Автоматизированные линии, которые делают профиль высокой точности, высокой готовности. Про это хочу сегодня более подробно поговорить. Мы работали раньше на станках, которые работали только на саморезах. Сейчас работаем на станках, которые работают только на заклепках. Почему так получилось? Рассказываю. Так вот, когда я работал на термопрофиле, когда я работал на обычных погонаже, то есть я проходил технологию сборки, но для себя понимал, что она немножко сложная. И знаете, наверное, когда Вселенная услышала, что получилось так, что
начали встречаться с роботизированными станками, я прям вдохнул и сказал, вот оно, то, как должно быть на самом деле. Но, скажу сразу, совершенству нет предела. Даже мы сейчас в своем оборудовании стараемся постоянно развиваться и усовершенствовать технологию, чтобы она была наиболее комфортней как при сборке, как при производстве, как и при проектировании, в принципе. А профиль на роботизированных станках — это современные машины, которые, по сути дела, по принципу ЧПУ, по вашим заданным файлам выдают уже все в размер, остается только собрать как конструктор Лего. И вот когда мы уже приняли решение обновить парк оборудования с погонажа на роботизированные разноширокие форматные станки формата Knudsen. Потом у нас был опыт поработать на станках FrameCut и Hovik. Но Марко вам особенно толком ничего не скажет. Производители, может быть, конкуренты меня поймут и услышат. Возможно, будете писать какие-то комментарии. Но опять же, ребят, я не хочу никого обидеть. Я отвечаю на вопросы, которые пишут подписчики. Я отвечаю на вопросы, которые слышу в звонках. Я хочу просто внести ясность, именно поделиться своим опытом и своим наблюдением. Я так же, как и вы, мог остановить свой выбор на станках и не идти дальше, не развиваться. Там, не я, моя команда. Но, тем не менее, я хочу объяснить, почему мы чуть-чуть двигаемся дальше. Я знаю, что ты тоже хочешь объяснить, но я тебе потом дам слово. Жди. Ешь траву. И вот на станках FrameCut и Hovik, на самом деле, это первое оборудование, которое для меня было, скажем, открыто как роботизированные станки. Профиль высокой точности, высокой готовности. Действительно, погрешность минимальная, все уже с пуклевкой, с отжимкой, но без определенных технических характеристик и на саморезах. Поработали, попробовали, никаких вопросов нету. Продукт хороший, профиль классный. Мы сделали, наверное, из последних объектов, которые я сейчас помню, если получится найти фотографии, я их покажу. Это были цеха водоподготовки, ангары, промышленные площадки. Ну, то есть, поработали же последний раз, да? Но, опять же, какие нюансы я для себя нашел? Когда мы работали на сборке, приходилось брать, из-за того, что был объем работ большой сборщиков, приходилось брать низкоквалифицированный персонал. Ну, к сожалению, то есть, да, мы как прорабы стояли, нанимали низкоквалифицированный персонал, следили за ними, контролировали и смотрели, потому что по факту надо быть полным дурачком, чтобы не суметь собрать эти чертежи. Поэтому в расчете на то, что они будут собирать по чертежам, мы стояли как технадзор, контролировали, ну, там, периодически там приемку, вели учет сборки панели, проверяли и смотрели качество соединений. И что я для себя заметил? Некоторые недобросовестные ребята, которым, в принципе, ну, это была наша ошибка, что мы тогда платили, наверное, не за качество больше, а за выход, за суточную норму, как сейчас называют, да, там, ежедневная оплата, да, разнорабочий сотрудник выходил, ежедневная оплата, то есть он замотивирован был просто на местонахождение на стройплощадке, никак не на качестве, это потом уже в процессе мы по-другому начали уже вырабатывать мотивацию. Но что я заметил? От халатности в отверстие для саморез же это саморез по металлу, его можно прокрутить и в другой стороне. Чуть-чуть панель не сошлась, стык в стык. Ну, посмотрел налево, посмотрел направо, никого нету. Просверлил отверстие, не в том месте. Раз просверлил, ну, вроде там полмиллиметра, оно незаметно. Два просверлил не там. А потом панель в итоге не ловит диагональ. И когда дом уже начинаешь собирать и строить, в итоге видишь, что у тебя там на 2, на 3, на 4 сантиметра у тебя нисхождение, у тебя дом не стыкуется. Потому что кто-то подумал, что если он прокрутит рядышком саморезик, бывает просто тяжелое, когда соединение, там сталь идет потолще, тяжело прям соприкоснуть пуклевку в пуклевку, там по разным факторам. И он такой думает, ну я сейчас рядышком прокручу, ничего страшного, никто не заметит. Это мне сразу не понравилось. Потому что я понимал, что если бы это была стальная заклепка, то в этом случае, пока бы он не попал бы этой заклепочкой в соединение, он бы не смог закончить это соединение. Поэтому заклепка в этом плане для меня уже сразу тогда стала флагманом и решением этих проблем, решением вот этого человеческого фактора, недобросовестного, да, что я понимал, что вот ты им дал, по-другому он не соединит. Если у него отверстие не вошло, он просто не закрутит. А если он не закрутит, он придет и скажет, у вас тут что-то не состыковано, и мы тогда будем разбираться. Но так как станки роботизированные и все соединения делаются автоматом, вероятность что-то сделать неправильно, это только же человеческий факт проектировщика. Ну, проектировщик, он везде может где-то совершить ошибку. Но робот, он делает точно так, как ему дал задание человек на станок. Поэтому заклепкой меня это решение полностью устроило. Следующий фактор, который я изучал, когда начал заниматься вопросом долговечности конструкций, это было не мое умозаключение, я его сначала нашел где-то в интернете, на форумах, потом общались с некоторыми профессорами институтов, вывели такое понятие, как распространение усталых трещин. Да, это тот самый случай, когда ты не нарушаешь целостность конструкции, когда ты ставил просто заклепочку в соединение, которое изначально пробил станок, то есть заклепка не нарушает уже слой цинка,
она не нарушает слой, соответственно, металла, стали, она просто стыкуется на то место, которое для него определено. Саморез в этом же случае отнюдь наоборот. Он врезается в боковые стенки, да, проделанного отверстия, проштампованного, соответственно, слизывает слой определенного цинка. В этом случае, почему всегда говорят, что повторное применение конструкции к саморезу уже запрещено. То есть, если вы один раз саморез вкрутили и второй раз его выкрутили, повторное применение уже не сможешь сделать, потому что уже будет стисано изнутри покрытие цинка, отверстие уже будет не такое функциональное. То есть вы можете только рядом просверлить. С заклепкой наоборот же, соответственно, конструкцию проще разобрать, проще собрать. Я посчитал это более функциональным. И вот это не образуется усталость трещин. Стальная заклепка обеспечивает высокую стойкость конструкции при динамических нагрузках, не позволяет распространяться усталым трещинам, таким образом повышает надежность всего изделия и позволяет сохранить качество соединения, в отличие от саморезов. Соответственно, опять же, это плюс было в сторону заклепки. Второй плюс. Дальше, что касательно еще стальной заклепки, когда я сравнивал на саморезах, что могут образовываться, естественно, там недокруты, то есть если не докрутили саморез, а такие истории я тоже видел на своей практике, сам так, честно говоря, не докручивал, может образоваться эффект развинчивания, когда панель ты в собранном виде тащишь ее уже на объект, там где-то диагональное скручивание идет, и в этом месте уже где-то может быть случиться растаскивание. То есть я для себя как определил, опять же, возможно, там кто-то будет хейтить, там, писать комментарии, там, это больше, наверное, производителям, потому что ты не прав, ты ошибаешься, но вот мое мнение сложилось, потому что нас никто не учил этой технологии. И ЛСТК у нас никто не преподает, кроме как частных компаний, там на каких-то форумах можно увидеть там несколько заведений. Но это было совсем недавно, поэтому там тоже все познавалось на практике, а может быть даже больше в теории. Но на мой взгляд, вот я как считаю, что соединение на саморезах хорошо, когда ты собираешь в заводских условиях, когда у тебя есть стапель, да, у тебя есть сборочный стол, когда на сборочном столе конструкция панель полностью лежит, автоматом закрутил, просаморезил, зашил готовую панель, вывез ее уже на объект. Да, есть такое понятие, вот как панельно-щитовое строительство, вот особенно в Канаде, в Австрии, собственно, в принципе, оттуда пошло и соединение на саморезах, оно было очень удобное для такой работы. Прокрутил, закрыл, обшил гипсокартоном, сделал там панель, с другой стороны фасадным материалом и вывез на объектов и собрал просто попанельно. На мой взгляд, саморез хорошее решение, чтобы собирать в цеху на столах. Но если мы говорим про полевые условия, если мы говорим про работу именно в стесненных условиях, работу прямо на объекте, сборку прямо на объекте, на мой взгляд, ЛСТК на стальной заклепке это лучшее решение, в отличие от самореза. Собственно, именно поэтому мы были вынуждены поменять парк оборудования и перейти и поставить дополнительную функцию производства ЛСТК конструкции на стальной заклепке. Соответственно, в профиле роботизированном нашего производства есть сейчас пуклевка под эту стальную заклепку диаметром 5 мм, да, там 4,8, у нас стальная заклепка рассчитана на 4,8 мм. Это диаметр заклепки сталь-сталь. Она обработана покрытием, и если материал качественный, то и через 5, и через 7 лет вы увидите, что он не ржавеет и очень долго сохраняет свои свойства. Опять же, с крепежом нужно быть повнимательнее, потому что есть даже и саморезы, и заклепки, крепеж, который может проржаветь уже через 3-4 месяца, поэтому мы стараемся работать на сертифицированном крепеже и на нем не экономить, и это очень важно. Я вам не рекомендую экономить на крепеже. Когда вы обращаетесь к нам, конечно, мы подсказываем, с каким крепежом работать, а если вы заказываете комплект, то вы получаете уже комплект полностью с необходимым инструментом и крепежом для сборки этих конструкций. Вы получаете полный комплект крепежа для сборки этих конструкций. Сертифицированный крепеж, который отвечает своим характеристикам. Правильно. Далее, почему мне не понравилось и почему мы отказались от профилей работы на фреймкат и ховик, это профиль с ровной полкой. Если вы обратили внимание, вот я в руках держу наш профиль, у нас у профиля есть дополнительные ребра жесткости. Эти ребра жесткости позволяют профилю держать гораздо более лучшие нагрузки на кручение, на скручивание их так называют, да. Эти ребра жесткости дополнительно позволяют использовать более тонкую сталь для получения таких же несущих характеристик, как у стали, допустим, более толстого производства на аналогичных станках оборудования. Поэтому я посчитал, что этот профиль будет более универсальный, более правильный, получается лучшая металлоемкость при тех же несущих нагрузках. Ребра жесткости, потому что в тех станках, на которых мы работали ранее, да, это ховик, фреймкат, я этих ребер жесткости никогда не видел, у них такого решения нету, там просто идет ровная полка. Тут не надо на самом деле быть умным там строителем или там даже теоретиком, чтобы понять, что когда есть дополнительные ребра жесткости, это лучшее решение, чем обычно ровная полка. Поэтому это меня тоже подкупило, когда мы выбирали оборудование. Следующий этап. Наша полка боковая, в отличие от предыдущих станков, на которых мы работали,
Здесь высота полки 47 миллиметров. У аналогов она 32,34, то есть компания Pinnacle, ну это я по станкам говорю, Pinnacle, FrameCut, Hovik, у них у всех полка низкая. Опять же, мы же на эту полку крепим листы гипсокартона, раз момент, да, удобнее крепить на более широкой полке. Опять же, все это работает на скручивание и на несущие нагрузки. То есть, если раньше, когда мы работали на Pinnacle, на Hovik, на FrameCut, мы использовали ширину штрипса 180 мм, это лента, из которой изготавливается непосредственно сам профиль, вот вы сейчас видите на картинке он проходит, то сейчас мы используем ленту 190 мм, то есть он более широкий, потому что более широкая полка. Сталь можем использовать тоньше, либо аналог, но при этом нагрузка у нас по профилю получается поинтереснее. И следующий очень важный момент, который меня напрочь убил, скажем так, своим аргументом и заставил нашу команду перейти на более современный парк оборудования. Обратите внимание, мы в вставках покажем еще плотнее, вот я сейчас в руках держу, видите вот этот выгиб, обжимка. То есть на предыдущих конструктивах, когда мы работали, вот все эти соединительные элементы, вот сюда вставляется профиль, да, диагонали, они выштамповываются, и здесь производится вырез. Вырез конструкции, соответственно, нарушается целостность самого профиля, нарушаются его, скажем, более прочностные характеристики, и, соответственно, профиль уже тяжело применить более тонкой стали. То есть, если мы на толщине 0,8 делаем то же самое, что тот или иной раньше делали на 1 мм, ну и наоборот, да, то есть у нас поправка где-то на 1 мм идет в стали, то есть на полмиллиметра, это экономия хорошая, то сейчас, обратите внимание, здесь просто идет обжимка, нету никакого разрыва по конструктиву, обычная цельная металлическая конструкция, которая огибает то место, куда происходит стыковка второго профиля. И, на мой взгляд, это лучшее решение, которое можно было придумать в технологии ЛСТК. Не нарушать целостность самого профиля ЛСТК. И это, ребят, на мой взгляд, опять же, это сугубо мое мнение, практика, это очень круто. Поэтому на данный момент, на мой взгляд, мое личное мнение и мнение моей команды, что сегодня вот именно лучше такого сечения профиля ЛСТК на рынке не существует. Я постоянно мониторю, если как только я увижу более профессиональное, более унифицированное решение по сечению вот этого профиля, я обещаю вам, что мы обязательно поменяем наш парк оборудования, перестроим его, чтобы догнать эти характеристики. Но на сегодняшний день я считаю, что это эталон. Для меня это эталон. Именно поэтому, когда мы приняли решение производить собственный парк оборудования по производству ЛСТК, собственные станки, мы основывались именно на этом сечении профиля. И поэтому те партнеры, которые сейчас с нами заключают договорные отношения, именно партнерские, по партнерской сети производств, получают именно оборудование, которое производит именно этот профиль. Те заказчики, которые обращаются к нам сейчас с просьбой произвести конструкции, поставить, ну, как для самостоятельной сборки, вы получаете именно этот профиль. С другим мы уже, наверное, как 4-й год уже не работаем, производим только вот такой конструктив. Есть вот это конструктив 89 мм, но если мерить полку, это 90 мм, то есть 9 сантиметров. И также второй станок — это оборудование, которое производит 140, ну это как бы аналог 150 мм, да, если смотреть там по Hovik, FrameCut и Pinnacle, есть еще 140 мм. Но для юга России и для строительства по технологии ЛСТК и пенобетон вот этот универсальный профиль позволяет выполнять объекты этажностью до 5 этажей. 5 этажей вот на этой малютке по всем несущим нагрузкам, по статике, по ветровым, по сейсмике проходит. Толщина 0,8-1,2 мм. Больше не надо. Поэтому, когда вы приходите ко мне и говорите, да что-то там профиль тоненький там, да? О, такой! Может там 2 мм? Да окей, закажем специально для вас, чтобы сделали 2 мм, но вопрос, зачем переплачивать, когда, во-первых, мы даем гарантию, когда вы сами увидите этот профиль в сборе, в конструктиве, попробуйте его потрясти, вы поймете, что он по своим свойствам, характеристикам ведет себя гораздо прочнее, чем профиль даже тех же самых ангаров на 300-х широких профилях, потому что там совсем другие связи, диагонали, укосины. Потому что обратите внимание, что этот весь конструктив выполнен по принципу пчелиная сота. Как правило, это ячейка 60/90. Понятно, что она подгоняется в зависимости от вашей потребности, там, да, под мат, вот этот утеплителя, под рулон, под какой-то раскрой материала. Вы можете стойки менять непосредственно по своему назначению, но за счет вот этой структуры, как пчелиная сота. Да. Следующие характеристики, это я их называю вырубка и усы. Это, опять же, узел, который облегчает значительно процесс сборки, в отличие от предыдущих станков, на которых мы работали, там я говорю сейчас конкретно про Hovik. При стали 1.2 мне было очень тяжело просовывать вот эту направляющую конструкцию перпендикулярную. В этом профиле такой технологии уже нету.
все это оформляется за счет усов с креплением на стальной заклепке. Опять же, это очень такой для меня был важный фактор, когда принимал решение при выборе нового оборудования. И отверстие — это стандартное решение 35 мм диаметра под трубу, под электрику. Также есть очень интересное решение, есть вторая пуклевка по диагонали для того, чтобы в сложных конструкциях можно было сделать двойную заклепку. Это тоже немаловажный фактор, позволяет, скажем, давать более жесткую сцепку, не делая диагоналей. Если вы обратили внимание, раньше, и часто очень используют это старые компании, они стягивают панели лентой металлической. На самом деле, по себе знаю, и объекты, которые я посещал инкогнито, сколько я не видел объектов, которые пытаются поймать диагональ за счет металлической ленты, я не видел ни одного правильно стянутого узла. В Европе, вообще за границей давно уже придумали специальный клеймер, который позволяет подтягивать натяжение, она как струна должна быть натянута, да, а кто-то просто прокрутил полосу там влево-вправо, закрутил и думает, это нормально. Нет, ребят, если полоса, она должна работать как струна. Мы эти диагональные нагрузки, вот эти диагонали решаем за счет как раз-таки вот этих диагональных перемычек внутри и за счет двойного соединения. Но опять же, это все индивидуально, зависит от проекта, мы рассчитываем нагрузки. Чем преимущество этого профиля, что софт, который считает проект, по этим нагрузкам, он выделяет, мы подставляем снеговые нагрузки, подставляем ветровые нагрузки, и он, соответственно, показывает, где нужно усилить, где нужно более толстую толщину поставить, где там более тонкую можно сделать, на перегородке потоньше, на стены потолще, на перекрытие, зависит от ее длины, соответственно, регулируется тоже толщина, и софт именно вот это вопрос решает. Но опять же, еще раз повторюсь, этот профиль позволяет строить до 5 этажей. 5 этажей многоквартирных дома, не частные дома. Поэтому, когда мне говорят, а можно мне на одноэтажный дом, там, сталь, там, 2 мм? Ребят, разберитесь сначала в технологии и подумайте, надо ли вам переплачивать и тратить свои деньги. Я не вижу никакой логики, и я понимаю, что это просто происходит от незнания. Собственно, поэтому мы этот ролик и решили записать, чтобы у вас вопросов было меньше, и вы уже более-менее были компетентны при выборе подрядчика, поставщика, строителя, да или просто когда приходите к нам. Вы знаете, я начал наблюдать такую тенденцию, что вы приходите на встречи более подкованные, более грамотные, вы стали больше понимать, вы стали больше знать. Если раньше приходилось с нуля объяснять, что такое технология ЛСТК, как она работает, узлы, то сейчас приезжают люди и говорят, я все видел, я все ролики посмотрел, мне все понятно, у меня вот такой вопрос. Это радует. Это мотивирует нас продолжать записывать познавательные ролики. Это мотивирует нас улучшать технологию, следить за качеством. И я всегда буду рад выслушать ваши комментарии, пожелания, замечания. Да, собственно, любую критику или, наоборот, похвалу. Это все позволяет нам меняться в лучшую сторону. Вам за это огромное спасибо. Итак, в итоге, резюмируя все вышесказанное, я говорю о том, что, на мой взгляд, профиль ЛСТК вот с таким сечением, с такой полкой, с такими ребрами жесткостями, с такими характеристиками лучшее сейчас, что есть на рынке. Не потому, что каждый кулик хвалит свое болото. Каждая линия, на которой мы работали, была нами испробована полностью от и до. Мы ее разбирали, мы ее собирали. Поэтому нам есть чем поделиться, нам есть что рассказать. У нас до сих пор еще стоит несколько линий старым производством. Ну, они стоят законсервированные, мы ими не пользуемся. Паганаж, стоят линии до сих пор там в цеху, которые же, в принципе, можно только на металлолом сдавать, там линии, которые делают паганаж. Хотя я знаю компании, которые до сих пор не работают на таких. Молодцы, надо тоже уметь оптимизированно, как говорится, вытаскивать деньги там десятилетиями с одного и того же станка. Мы, видимо, так еще не умеем. Американские линии, которые работали на пуклевке, на саморезах с разными ширинами, марка Knudsen, сразу практически там продали, как была такая возможность обновить парк оборудования. Ховик и Фреймкат, бэушные станки, тоже от них избавились. По ряду причин, опять же, нам было важно, чтобы наши линии были мобильные, на колесиках, компактные, работали от 220, это очень удобно, работать в полевых условиях. Мы не любим сидеть в тепле, нет, вернее, мы любим, но мы, чтобы сидеть в тепле, выезжаем работать на берег моря, это самое лучшее. Вот. Те линии, конечно, они больше такие стационарные, в контейнерах, либо в заводах работают, поэтому нам важно было, чтобы наше оборудование было при этом мобильное и обладало вот такими характеристиками производства профилей. И Фреймкат, Ховик и Пинакл. Пинакл до сих пор стоит линия огромная, которая делала разную толщину, разную ширину на саморезах. Поэтому сейчас, конечно, у нас отстроена технология производства собственных линий по изготовлению такого профиля. Мы готовы рассматривать исключительно партнерские схемы. Мы не намерены сейчас продавать линии просто в пользование. Нам интересна именно партнерская схема, совместно организовывать производство. Пока мы говорим про Российскую Федерацию, про заграницу.
Это немножко другое направление, но там у нас тоже есть договоренности, именно за границей ставят такие производства. Но моя личная цель в России в ближайшие 5 лет открыть 70 заводов по производству ЛСТК-конструкций. В каждом городе-миллионнике и в городе до 500 тысяч, с населением от 500 тысяч, я вижу, что в каждом городе должна стоять такая линия. А в миллионниках это может быть 2 и 3 линии, потому что есть города, где конкурирующие производства, там может 3-4 производства быть в одном городе, и это нормально, как правило, мы даже между собой не пересекаемся. Рынок свободный, я готов знакомиться, готов находить сильных партнеров, чтобы вместе мы развивались быстрее, вы зарабатывали деньги и несли пользу в такой кластер, как строительство. Поэтому мы открыты к диалогу, у нас есть свой план освоения определенных городов, но если тот или иной из вас находится в городе, до которого мы еще не добрались, выходите, будем знакомиться, я расскажу поподробнее про схемы сотрудничества, именно варианты партнерских отношений по созданию производств профиля ЛСТК, по созданию производств сухих смесей для пенобетонного раствора, ну и, собственно, полного цикла именно работы по технологии ЛСТК. И, конечно, если в общем смотреть, очень важно, немаловажно обращать внимание, какую сталь мы используем для производства этих конструкций. Сталь, во-первых, должна быть от проверенного поставщика. И как мы с этим вопросом боремся, я сейчас тоже расскажу. Проверенный поставщик — это понятно, но почему проверенный? Да? Задача какая? Чтобы сталь была характеристика с пределом текучести не менее 350, и покрытие цинка должно быть не менее 275 грамм. То есть больше можно, меньше не рекомендуется, потому что это все влияет на срок службы стали. В связи с тем, что вообще успех, в принципе, бизнеса ЛСТК и успех и надежность конструкций по технологии ЛСТК зависит только лишь от качества применяемой стали, по факту это такой основополагающий, это кит бизнеса, то есть вся причина в металле. И, к сожалению, есть компании, которые пренебрегают требованиям к металлу, и понятно, что ими движет только цель быстрее заработать, меньше вложить в сырье, да, вроде как бы клиент не разбирается, можно и что попало поставить. Бабки, бабки, сука, бабки! Это, собственно, так же, как и с деревом, да, многие говорят, что есть деревянное каркасное строение, в итоге кто-то использует дерево, которое в принципе используют для строительства нельзя, а кто-то это следит за этим, выбирает правильный лес, делает правильную сушку, ну, вот все вот эти процессы, там, что вы там делаете, те, кто занимается деревянными каркасами. То же самое у нас с металлом, то есть компании, которые недобросовестно могут пренебрегать, а есть такие, как мы, которые стараются, то есть из этого делать, ну как, это как Библия, это как стандарты, которые нельзя никак ни в коем случае отступать. Мы одни из тех компаний, которые стараемся эти стандарты соблюдать. Есть, конечно, и на нашем производстве можно увидеть сталь обычного формата, да, но мы используем исключительно там для целей, допустим, обрешетки, и то, если клиент согласовал, там, он хочет просто сэкономить, там, да, использовать для внутренних конструкций, как для перегородок, потому что обычный гипсокартонный профиль там использует покрытие там цинк 110-120. Можно. Но если мы говорим про общественные здания, про двухэтажные здания, про вообще несущий каркас, который отвечает за конструктив всего дома, особенно если это общественные здания, такие как там отели, гостиницы, детские сады, школы. Залетела муха в глаз. Очень важно обращать внимание на момент с металлом, если это общественные здания, такие как гостиницы, отели, детские сады, школы. Это очень важный момент, обращать внимание, какого качества металл использует производитель. Такой как раз таки особенности требования к сырью, которое нам поставляется, а именно чтобы наша сталь была, и мы сами были уверены и могли давать гарантию, как мы сейчас везде говорим, что 50 лет, и, внимание, не 50 лет на металл и каркас. На этот каркас, если захотите, я вам на 100 лет подпишу, то есть мы в этом металле уверены на 100%, поэтому 100 лет, если надо будет, подпишем, сделаем. Тут просто вопрос такой, все понимают, сколько может прослужить цинковое покрытие. 50 лет, когда мы говорили, это была оцинкованная сталь в составе с пенобетоном. Это как раз возражение на то, что вступает он в коррозию или не вступает. То есть мы даем конструктив и на 50 лет гарантию именно на такой конструктив. На саму сталь, то есть на самом деле можно давать спокойно гарантию 100 лет, с ней в закрытом состоянии вообще ничего не произойдет, если у нее правильно соблюдены все характеристики. Но именно для того, чтобы мы могли давать гарантию на наши конструкции, на наши материалы, мы были вынуждены, за этот наш многолетний опыт работы, мы понимали, что это уязвимое место у конструкции. И в связи с этим мы были вынуждены поставить на своем производстве собственные линии АПР. АПР их называют автоматические продольные линии распуска. То есть линии, которые из широких исходных бобин, катушек, которые к нам приходят, оцинкованных рулонов, нарезает необходимую ширину, мерную полоску в штрипс, так называемый, в рулон, да, сматывает этот металл, и мы с этих заготовок потом производим непосредственно сам профиль ЛСТК. Наличие такого станка АПР, а я скажу, наверное, мы единственные на юге России производители ЛСТК, у которых стоят вот эти АПР. Ну, я не к тому, что хвастаюсь, да, я просто пытаюсь объяснить, почему они у нас есть.
Линия резки, да, АПР тут называемый, позволяет нам контролировать качество исходного сырья. Это очень важный фактор, потому что мы непосредственно покупаем сырье непосредственно на комбинате, только на комбинате, прямые контракты, именно в данном случае это ММК. Почему это не липецкая сталь, я тоже сейчас об этом объясню. Именно прямой контракт с комбинатом ММК, к нам приезжают уже рулоны большие, мы лично этот металл принимаем, проверяем по всем сертификатам, запускаем в линию резки, режем, получаем бобины и производим уже вот этот замечательный красивый профиль. Одно время мы пытались работать с липецким комбинатом, когда еще не было даже линии резки стояла, там, да, когда бывало ММК комбинатом, были у них там перестроения мощностей, и металл нам где-то задерживали, перестраивались на Липецк и пробовал работать с липецким комбинатом. Что самое интересное, сам липецкий комбинат напрямую он не отгружает. Ну, вернее, отгружает, но там объемы 150, 200, 300 тонн, то есть это целый процесс. И я не знаю ни одного производителя ЛСТК, уж на юге России точно, ну в московском регионе возможно есть, но там больше это, если мы говорим про профиля Пагана, шириангарные типы. Если мы говорим про роботизированные линии, которые работают там, да, вот на станках Ховик, Пинакл, Фремкат или Скатдейл, или наше оборудование, я не знаю ни одного производителя на юге России, повторюсь, и в Московской области, который покупал бы металл напрямую на комбинатах. Все эти производители, некоторая часть из них покупает металл у нас в том числе, мы режем для себя и на сторону продаем. Это очень много производителей в Краснодарском крае, в Сочинском регионе одно время очень много забирали там, да, компании. Не хочу называть никого, скажем так, в огласку, ну, чтобы не думали, что тут какая-то антиагитационная там программа идет. Просто, говорю, объясняю, что многие компании, так называемые наши конкуренты сами, у нас этот металл покупают именно в линии врезки, потому что они же бобину эту не используют, ее надо обязательно порезать, а режем только мы на юге России. Такую услугу оказываем. Так вот, я не знаю ни одного производителя, который бы использовал прямые поставки с Липецка. В основном все обращаются к трейдерам, так называемым, компании, которые торгуют этим металлом. Если мы говорим про ММК, это в принципе неудобно далеко там, да, таким трейдерам обращаться, поэтому мы вынуждены сами резать, покупая металл у ММК. В основном они обращаются к трейдерам куда? Что ближе здесь? 600 километров от Ростова-на-Дону, это, конечно же, Липецк. Эти все компании, по-другому не назовешь, наверное, компании-то они не горе-производители, они производители, а компании, наверное, горе-поставщики, к которым они обращаются. Что мы за многолетний опыт работы именно со сталью, с поставками металла, какую закономерность я для себя вывел? Многие компании, эти трейдеры, которые занимаются продажей металла, смекнули, и чтобы быть более конкурентами, давать более низкую цену нам, как производителям, да, они начали заниматься таким понятием, как второй сорт, там, третий сорт, первый сорт. То есть, условно говоря, у комбината бывают какие-то неликвидные остатки или ликвидные остатки, там где-то, может, с рынка слоился, где-то сорт не соответствует там 275-му покрытию, там же много разных марок может идти. Они это все бракуют, собирается общая ведомость, там разных ширин, разных толщин, и потом эти трейдеры заходят на эти остаточные базы, берут те размеры, которые им нужны. Цинк, допустим, нужен там 275, а там 220 получился, то есть там 180 или 100 получился, предел текучести нормальный. Они себе это берут, режут под необходимый размер для производства ЛСТК, подкладывают сертификаты, как будто металл это отличный и хороший, и продают производителям ЛСТК. В том числе это явление очень сильно распространенное в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Сочинском регионе. Все компании, а сейчас практически большинство, покупает металл в Липецке у трейдеров. Я лично, неоднократно, сам лично и со своими партнерами, не буду называть какие-то конкретные компании, но я вот сейчас вам показываю протокол испытаний, то есть мы взяли, отрезали кусок профиля и отвезли его на экспертизу. И протокол испытаний показал, что наличие по сертификату необходимых предела текучести должен быть не менее 350, а смотрите, что мы видим сейчас в сертификате. Это число, оно не соответствует нормам, соответственно, здание подвергается риску, здание подвергается не тем несущим нагрузкам, которые должны быть в этом конструктиве, соответственно, покрытие цинка, то есть отсутствует то, которое необходимое. То есть это мы сталкивались с тем, когда и в Армении занимались производством, покупали металл в Липецке, то есть когда в Ростове занимались, то есть я часто очень сдаю металл в лабораторию, и получилось, что часто за многолетний опыт работы, когда я покупаю металл у липецких трейдеров, то есть когда это металл идет не напрямую с завода, к тебе лично ты его открываешь, режешь и используешь, а когда он приходит через трейдеров, когда кто-то где-то купил его, кто-то где-то порезал, тебе его привез, дают бумагу, сертификат, что вот он, ребят, он соответствует всем этим характеристикам. Я отвечаю. Я отрезаю кусок, отвожу на лабораторное испытание, что я вижу? Цинк не соответствует, предел текучести не соответствует, а зато они цену дают дешевле. Говорят, у нас просто металл, цена такая дешевая. Так они, получается, экономят, что берут этот металл, который отбракованный,
сортируют его, якобы чистят, отбирают и продают нам, как будто он нормальный, заводской, просто не в металл это порезали. И, ребят, сейчас эта ситуация очень сильно развита в Ставропольском крае, в Краснодаре, в Сочи, в Московском регионе. Очень часто я вижу вот этих трейдеров липецких, которые поставляют металл всем, практически всем производителям на юге России, которые работают просто напрямую именно с трейдерами, вот такую некачественную сталь. Именно эта причина заставила нас иметь собственные линии раскроя, иметь только прямые контракты с Магнитогорским металлургическим комбинатом, привозить этот металл сюда к нам на производство, убеждаться, резать, и только потом... И только это позволяет нам давать гарантию в 50-100 лет, о которой мы говорим. Поэтому я крайне не рекомендую. Опять же, да, бывают такие ухищрения, когда там производитель дал, да, у нас там цена подешевле, скидывают, а на самом деле экономят на стали. Начиная сталь проверять, я не знаю, с чем это связано, я даже хочу ко всем обратиться. Ребята, опомнитесь и одумайтесь, я вас очень прошу. Если вы участвуете в этом бизнесе, на рынке технологий ЛСТК, это не дерево. Здесь есть определенные требования к конструктиву. Не играйтесь с качеством металла. Это касается всем производителям, которые, возможно, сейчас меня смотрят, России. А многие думают, что прокатит, на мой век хватит, там достоит, а дальше неинтересно. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Не хайте технологию, не мешайте эту технологию развивать правильно и порядочно, не нарушайте технологию производства, соблюдайте все регламенты. Можете дать гарантию, значит давайте гарантию, отвечайте сами, отвечайте своей репутацией. Но не надо ради сиюминутной выгоды использовать некачественную сталь. Очень вас об этом прошу. Иначе, я знаю 4 компании, которые с этим играют, я почему об этом сейчас в принципе говорю. Иначе, если я буду встречать такие истории, мне придется снять ролик и каждую компанию подробно разложить в ролике на то, как кто-то халявит в качестве материала. Договорились? Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а мы продолжим дальше рассказывать про особенности профиля ЛСТК. Очень важно, да, и по параметрам, то есть если смотреть нормы и правил, мы используем сталь 275 с покрытием цинка 275 грамм на квадратный метр с пределом текучести не менее 350. Объясню на обычном языке, да. Если мы говорим гипсокартонный профиль обычный, КНАУФ, либо обычный профиль, там, гипсокартонный аналог, там покрытие цинка используется 80-100 грамм. То есть, грубо говоря, практически в 2, даже, наверное, в 2,5 раза, да, или в 3, практически в 3 раза меньше, чем на профилях, на требованиях, которые должны быть на профилях. Почему? В среднем по показателям с конструкцией при естественной среде выветривается 2 грамма с квадратного метра в год. То есть, если мы разделим, грубо говоря, там 100 грамм на 2, это получается 50 лет. Если мы 275 цинк делим на 2 грамма, это получается порядка 100 лет. Но это идеальные условия, и на практике этот коэффициент, ну, практически в 2 раза быстрее. Поэтому, если мы обычный гипсокартонный профиль оставим на улице, то через 10, 15, даже и меньше, в зависимости от какая среда будет, он превратится просто в труху. То же самое с профилем ЛСТК. Если профиль ЛСТК будет с недостаточным цинковым покрытием, он начнет коррозировать, начнет гнить и, соответственно, потихонечку приходит в негодность, как и любая стальная конструкция. Но, ребят, прежде всего, да, надо понимать, что такое 275 цинк. Это практически тот же самый слой покрытия, который используют в автомобилестроении. Наши автомобили, ну, которые еще не из алюминия сделаны, да, а сделаны из цинкового покрытия, это практически та же самая сталь, там просто немножко другие характеристики, там штамповка идет, но с покрытием 275, там доходит до 350, до 400, в зависимости от требований к деталям. Ну вот, собственно, по автомобилям мы можем видеть, в естественной среде нелакокрасочное покрытие окрашены, ездят там в Питере, в Москве побыстрее, гниют там, да, на юге поменьше, то есть, ну и там и сталь потоньше, там сталь порядка там 0,5-0,6 мм, ну, зависит от назначения. Но факт в том, что принцип тот же самый. Но мы говорим о том, что наша конструкция, она закрыта в пироге, она закрыта пленками, и если там 275 цинк, вы можете спать спокойно лет 60-80 точно вообще, без проблем. А знаете, на мой взгляд, больше и не надо. Больше не надо. Через 60-80 лет ваши внуки разобрали этот конструктив. Земля, которая под ними дорогая, потому что земля самое дорогое, что может быть, и все к этому идет. Разобрали, убрали, построили новый, это утилизировали как металлолом, и никаких отходов. Я хорошо помню запах шампуня, которым я мылась, стоя в ванной и напевая впервые только что вышедший альбом Ray of Light Мадонны. А листая вчера iTunes, я поняла, что этот альбом вышел 21 год назад. Почему люди ведут себя так, будто они собираются жить вечно? Будто они вправду планируют воспользоваться всем этим хламом с чердака, успеют увидеть мир и будут счастливы чуточку попозже.
Будто они вправду планируют через 150 лет разглядывать все эти тонны фотографий, сидя в доме своей мечты, ради которого они 80 лет работали, еще 30 строили. Да нет времени. Поставьте быстро возводимый дом. Ешьте из этой красивой посуды, бейте ее к чертям. И наденьте то платье, залепайте его хорошим вином, да так, чтобы оно не отстиралось. И достаньте уже это фамильное бабушкино кольцо из заначки. И носите его, пока не потеряете. И потеряете вы его уже нафиг. И перестаньте клеить ко всему защитные пленки. В этой игре невозможно выиграть и утащить приз. Финал будет для всех одинаковым. Мы можем только ярко поучаствовать и красиво встать из-за стола. И знаете, почему мне нравятся технологии ЛСТК? Ну, помимо всех преимуществ, возможностей, какая-то определенная социальная ответственность. Я уверен, что многие из вас не знали, что чтобы построить дом из профиля ЛСТК, нужно всего лишь навсего переработать там 2-3 утилизированных автомобиля, вернее их кузова. Гениально! Все бы об этом думали, мне кажется, нам было и есть что оставить нашим внукам, правнукам, нашему поколению в будущее. И это все позволяет отчасти делать технологии ЛСТК. Прикольно? С вами был Владимир Лозенко. Да что я там обычно говорю? С вами был Владимир Лозенко. Всего наилучшего. До встречи в новых роликах. Что ты скажешь по поводу профиля на стальных заклепках? О, коза разбирается в слое цинкового покрытия.